Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите мой канал «Дом и сад». Меня зовут Александра Миллер. Если вы смотрите это видео, значит надо решать огородную проблему. И вот какую. Почему-то огурцы, которые уже появились на огуречных лианах, желтеют и не растут. В чем же дело? Почему замедлился рост огурцов? Почему маленькие огурчики, которые только-только завязались, остановились в росте, а некоторые даже желтеют и опадают? Почему желтеют и не растут завязи на огурцах? Поверьте, такое случается часто, и не только у вас. Это бывает и в теплице, и в открытом грунте, и даже на подоконнике. Причин, почему желтеют завязи огурцов, а также желтеют и опадают маленькие огурчики, может быть масса. Но главных, на мой взгляд, всего 3. Их и рассмотрим, а также найдем решение, что надо сделать и чем подкормить, чтобы огурчики хорошо завязывались и росли со страшной силой. Причина первая. Низкая температура воздуха, особенно в ночное время. Минимальная температура, при которой огурцы растут и развиваются, это плюс 12, плюс 15 градусов Цельсия, а оптимальная – плюс 18, плюс 20. Если температурный режим нарушен, завязи огурцов будут желтеть. Как это ни прискорбно, а маленькие огурчики опадать. Что надо сделать? Обеспечить огурцам комфортные температурные условия. Использовать мульчирование, укрывные материалы, пока температура воздуха не достигнет оптимальных значений. Причина вторая пожелтения завязей огурцов и их опадания – это недостаточный полив. На каждое растение огурца требуется полив теплой водой температурой плюс 20, плюс 25 градусов из расчета 5-10 литров на 1 квадратный метр площади огуречной грядки. Что надо сделать в этом случае? Огурцы следует поливать теплой водой и систематически, практически каждый день. Грунт под растением должен быть влажный. Если вода холодная, растения могут погибнуть. На следующий день после полива аккуратно рыхлите грунт вокруг растения или подсыпайте лунку землей примерно на 4-5 см. Это помогает огурцам отращивать дополнительные корни и наращивать корневую систему, а также повышает продуктивность растений. Причина третья – пожелтение завязи и опадание маленьких огурчиков. Это, как вы уже догадались, недостаточное питание или недостаточное количество питательных веществ в почве, где растут огурцы. Вот здесь придется потрудиться. Чем подкормить огурцы, если замедлился их рост и начали желтеть завязи? Поскольку огурец практически на 90% состоит из воды, хорошую службу сослужат корневые подкормки слабо концентрированными органическими удобрениями, навозной жижей, птичьим пометом. Я подкармливаю огурцы органикой по такой схеме. На 10 литров воды 1 литр навозной жижи. Если использую куриный помет, то сначала делаю более крепкий водный раствор. 1 литр куриного помета растворяю в 2 литрах воды, даю ему настояться 2-3 дня, а уже затем развожу до объема 10 литров, добавив еще 8 литров воды. Такие манипуляции необходимы для того, чтобы не обжечь тонкие нежные корни огурца очень активным куриным пометом. Приготовленному водному раствору для подкормки огурцов обязательно добавляю сульфат калия 20 грамм или обыкновенную золу 1 стакан на 10 литров водного раствора органики. Если у вас под рукой органики нет, можете использовать минеральное удобрение. В период плодоношения огурцам нужен и азот, и фосфор, и калий, и магний. Вот состав минеральных подкормок огурцов в период плодоношения. На 10 литров воды нужно взять 20-30 граммов аммиачной селитры, 20-40 граммов суперфосфата, 20-30 граммов сульфата калия. Первые цифры – это пропорции для легких грунтов, супесчаных и песчаных. Вторая цифра – это необходимое количество удобрения для тяжелых грунтов, глинистых и суглинистых. Каждое растение я поливаю под корень из расчета 1 литр водного раствора для одного растения огурца. Через 2-3 дня после этого полива еще подкармливаю сульфатом магния. Готовлю водный раствор из расчета 5 граммов сульфата магния на 10 литров воды. И также поливаю каждое растение из расчета 1 литр водного раствора сульфата магния для одного растения огурца.
Напоследок хочу заметить, что огурцы – это довольно прожорливые овощи в плане подкормок. Поэтому в минеральную подкормку можно даже добавить 1 литр навоза, и они будут за это только благодарны. Обычно растения подкармливают дважды в месяц, но здесь важно внимательно следить за плодоношением. Первые признаки голодания – новые желтые завязи и опадающие огурцы, а первые признаки жирования – это массово нарастающая зеленая масса у огурцов, с которой надо бороться посынкованием. Как посынковать огурцы, у меня есть отдельное видео на канале, ссылка сейчас появится на экране. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, кто-то из ваших друзей сейчас тоже решает проблему, почему огурцы не растут и завязи желтеют и опадают. Спасибо за просмотр!